Все мы знаем, насколько болезнь Альцгеймера и деменция в целом ужасна и заставляет действительно сочувствовать тем, кто ею страдает. Кто так и не знает, что это за болезнь и как она влияет на жизнь, то сейчас вкратце расскажу. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции, которая обычно обнаруживается у людей старше 65 лет. Болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени она прогрессирует. На первых стадиях Альцгеймера распознается расстройство кратковременной памяти, которое потом уже прогрессирует в потерю долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций. Пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Теперь, когда мы с этим разобрались, я бы хотел вам рассказать о шестичасовом проекте, или, проще сказать, альбоме Джеймса Кирби, a.k.a. The Caretaker, Everywhere and the End of Time. На самом деле, я еще не нашел ни одного нормального русского обзора на этот альбом, так что можно сказать, что я один из первооткрывателей данного, можно сказать, шедевра из русскоязычных пользователей YouTube. Итак, начнем с того, что этот альбом не был создан для того, чтобы наслаждаться музыкой. Он был создан для того, чтобы получить жизнеменяющий и очень психологически тяжелый опыт. Несмотря на мрачность этого альбома, он понравился 99% прослушивающих. 99%. Это феноменальный процент, особенно для такого, так скажем, экспериментального и не для всех понятного альбома. Хотя очень видна страсть людей к этому альбому в комментариях под полной версией альбома. Сколько здесь разных историй про того, как их бабушка или дедушка страдали от этой болезни, как они им сопереживали, что с ними происходило, еще куча всего. Можно видеть всю заинтересованность людей к этому альбому, и это на самом деле очень радует. Да, давайте же приступим к альбому, хотя даже, можно сказать, к коллекции альбомов. Начал Джеймс работать над этим проектом в 2016 году и закончив в 2019 году. Так что этот альбом, на самом деле, можно сказать, даже новый, хоть и Джеймс сочинял музыку еще с 1999 года. Состоит данный проект из 6 частей, олицетворяющих каждую стадию Альцгеймера. Перед тем, как мы перейдем к трекам, я хотел бы обратить ваше внимание на обложки каждой части этого проекта. Они были нарисованы Иваном Сиелом, который известен за свои абстрактные картины, показывающие что-то похожее на реальные предметы, но которые слишком инопланетные, чтобы понять, что это. И Иван Сиел в плане обложек никак не прогадал. Я даже больше скажу, Джеймс и Иван так-то давние друзья, и, видимо, они очень похоже мыслят, потому что я не могу придумать обложки лучше, чем тут. Сказав это, мы переходим к первому мини-альбому. Первый мини-альбом, или, так скажем, первая стадия Альцгеймера. Длится она 41 минуту и состоит из довольно спокойных и медленных мелодий 30-х годов прошлого века, с небольшим количеством искаженности и белого шума, олицетворяя теплые светлые воспоминания прошлого и отчасти старость, так как обычно болезнь Альцгеймера происходит у людей старше 65 лет, как я уже упоминал. Мне на самом деле очень даже нравятся мелодии в этом альбоме, но мрачные названия дают о себе знать. Это просто сгорающая память, у нас нету так много дней, и мое сердце весело становится. Напоминаю нам, что это будет длиться недолго. Очень, кстати, в тему описания каждому мини-альбому или, скажем, стадии от самого автора. Здесь мы видим первые признаки потери памяти. Этот этап больше всего похож на прекрасную мечту. Слава старости и воспоминания. Последние славные дни. Уже звучит печально, осознавая, что это последний шанс как-то нормально и четко прослушать эти мелодии, или как для человека с Альцгеймером, но последний раз вспомнить, каково это было, быть молодым и беззаботным, потому что дальше все только хуже. Вторая стадия очень похожа на первую, но мелодии становятся немного более странными и искаженными. Можно все еще слышать мелодию, но уже меньше понимать детали мелодий. Второй этап – это самореализация и осознание того, что что-то не так с отказом принять это. Прилагается больше усилий для запоминания, поэтому воспоминания могут быть более длинными с немного большим ухудшением качества. Общее личное настроение обычно ниже, чем на первом этапе, и до того, как начнется растерянность в вещах вокруг тебя. И это описание подходит никак иначе к тому, что происходит. Эта стадия длится те же 40 минут, и названия треков здесь такие же мрачные. Какая разница, как мое сердце разбивается, я все еще чувствую себя, и последние моменты чистого воспоминания.
Третья стадия уже показывает то, что действительно теряется ритм мелодии, и она становится еще более искаженной, олицетворяя потерю долгосрочной памяти, о которой я уже упоминал, и частичная потеря понимания мира вокруг себя. Некоторые треки в этом альбоме могут просто остановиться в случайный момент и перейти к следующей, также олицетворяя потерю памяти. Здесь нам представлены некоторые из последних связанных воспоминаний до того, как потерянность полностью окунется. Серый туман сформируется и исчезнет. Запомнились лучшие моменты, музыкальный поток, местами более запутанный и запутанный. По мере нашего продвижения некоторые единичные воспоминания становятся более тревожными, изолированными, сломанными и далекими. Это последние угольки осознания перед тем, как мы перейдем к стадии постосознания. Четвертая стадия. С этой стадии мозг входит в состояние постосознания, состояние, где уже можно забыть про что-то даже похожее на понятные мелодии, так как болезнь Альцгеймера дошла до такой степени, что уже невозможно воспринимать вещи вокруг себя. Очень трудно понять, какие инструменты вообще играют и что здесь происходит. Все звучит слишком инопланетно для нашего мозга. Треки тоже уже больше не имеют никакого оригинального названия, где 3 из всего лишь 4 треков названы «Четвертая стадия. Потерянность в постосознании», и другой трек назван «Четвертая стадия. Временное состояние блаженства», где играют какие-то тоже инопланетные звуки, но точно не настоящие инструменты. Если раньше треки шли по 3-4 минуты, то теперь они идут по 20-30 минут. И из-за этого, казалось бы, 4 трека идут 1,5 часа. 1,5 часа инопланетных и очень искаженных звуков, и уже отсюда слушать этот альбом становится практически невозможно, так как ничего нового не происходит, и мозг уже настолько убит, что уже почти ничего не может воспринимать. Четвертая стадия постосознания. Это когда безмятежность и способность вспоминать единичные воспоминания сменяются потерянностью и ужасом. Это начало конечного процесса, когда все воспоминания становятся более текучими из-за запутываний, повторений и разрывов. Пятая стадия. Последняя бессмысленная надежда вспомнить хоть что-нибудь, но треки говорят сами за себя. Что раньше было мелодиями, стало настолько искаженным, но превращаясь просто в рандомные ambient звуки, что уже становится действительно невозможно слушать. Самое жуткое это то, что такое может произойти с любым из нас. Эта стадия также состоит из 4 треков, и весь мини-альбом длится тоже 1,5 часа. Потерянность и ужас на 5-й стадии постосознания. Более серьезные запутывания, повторения и разрывы могут уступить место более спокойным моментам. Незнакомое может показаться знакомым. Часто время тратится только на момент, ведущий к изоляции. 6-я и последняя стадия. Итог всего того, что стало с воспоминаниями и что от них осталось. А остался от них белый шум в разных тональностях, который длится также 1,5 часа, может даже немного больше. Все настолько плохо, что даже автор не оставил описания, просто написав «6-я стадия постосознания» без описания. Этот белый шум уже становится даже как-то привычным для нашего мозга, и мы уже смирились с тем, что ничего лучше уже не станет, и остается только ждать своей неминуемой смерти. Что делает этот последний мини-альбом таким душераздирающим, это его последние 6 минут, считая минуту тишины в конце. Но внезапно можно услышать мрачную, немного искаженную, но мелодию, очень похожую, как в первой стадии. Последнее воспоминание, последняя частичка жизни уже в мертвом осознании. Чувство, будто все снова стало хорошо, что это еще не конец. Ложная надежда на прежнюю жизнь, которая через несколько минут обрывается жесткой тишиной, в которой не слышно даже этого белого шума. Просто пустота, олицетворяющая смерть человека с Альцгеймером. И именно этот момент очень затронул многих тех, кто слушал этот альбом от начала до конца. Come on. Shit. God, this is so sad.
Поистине до жути мрачный, но отлично олицетворяющий болезнь Альцгеймера проект, который полностью послушав может даже изменить человеку жизнь. Но мы не забываем про обложки, которые были каждой стадии. Давайте же и их тоже разберем. Обложка к первой стадии показывает явно что-то похожее на свернутые листы бумаги или газеты, показывая то, что воспоминания все еще есть и что мозг способен различать предметы. На обложке ко второй стадии можно увидеть вазу с цветами, но непонятно из чего она состоит. Из кораллов, из такого очень странного фарфора. И вот где начинаются проблемы с восприятием мира. Человек на этой стадии Альцгеймера еще может понять, что это такое, но не может понять, из чего оно состоит, или какие-то еще мелкие детали. На третьей же обложке можно увидеть что-то наподобие дерева, но очень искаженного и не похожего на дерево в принципе. Или я не знаю вообще, дерево ли это, может водоросли, я не знаю. На этой стадии человек с Альцгеймером уже не совсем понимает, что вообще перед ним стоит и как его описать. Четвертая же обложка нам показывает, что уже что-то вообще непонятное и инопланетное. Но можно немного разглядеть здесь человеческое лицо. Видение человека при этом никак не меняется, попрошу заметить. Но именно восприятие и понимание того, что перед ним находится, пропадает. А человек с Альцгеймером на такой стадии не сможет сказать, что, например, на вот этой картинке находится дерево, а на этой яблоко. Это очень печально и пугающе звучит. Но мы еще не дошли до конца. На пятой обложке уже нарисовано что-то очень абстрактное, вообще не давая никаких намеков на какой-то нормальный предмет, не считая ступенек, что также показывает восприятие вещей на такой глубокой стадии Альцгеймера. И последняя обложка данного проекта, я думаю, имеет больше всего такого глубокого смысла. На ней нарисован пустой холст с заклеенной изолентой. Хоть и здесь можно разглядеть, что тут нарисовано, но смысл здесь не в этом. От сознания и воспоминаний остался, можно сказать, только чистый пустой холст, без ничего другого и без надежды на прежнюю жизнь. На этом я свой рассказ о данном проекте хотел бы закончить. В заключение хочу сказать, что этот альбом — это шедевр. Не в плане музыки, а в плане того, как можно рассказать историю через музыку. Если это видео наберет, ну, скажем, 500 лайков, чего мы никогда, я думаю, не сделаем, я прослушаю весь альбом от начала до конца на стриме. Ну а так, счастливого!